Так, сегодня я буду пробовать полностью сделать деталь на токарном станке от начала до конца. Использовать и токарные работы, и фрезерные. Полный спектр работы. Мне было интересно, возможно ли это полностью сделать на маленьком таком токарничке. Вот это я буду пробовать. У меня есть такой узел. Мне нужно сделать ответную часть. Это будет что-то вроде струбцины, которая стягивается. Вот такую ответную вилку нужно сделать. Итак, первое, что мне нужно сделать, это обработать болванку. Итак, я установил болванку. И теперь начну ее обрабатывать. Сначала так, одна сторона готова. Теперь, согласно плану, мне нужно получить толщину поверхности, толщину детали 6 мм. Она сейчас 12 мм. Я могу просто стачивать дальше. Но, наверное, для начала все-таки обработаю, чтобы были параллельные стороны и деталь имела достаточную жесткость для обработки. Так, болванка готова. Можно проверить ее параллельность, перпендикулярность. Все очень хорошо. Сейчас можно делать что? Можно продолжить ее стачивать до нужных размеров, так как она еще, это просто болванка.
Либо можно уже переходить к фрезерной части, чем я и займусь, потому что это мне интересней. Ну и следующий этап — это, собственно говоря, уже подгонка болванки под нужный размер. Мне нужно получить ширину болванки 30 миллиметров. Сейчас она где-то 31. Так как стороны оказались почти равны, а длина практически нужной, длина совпала, то мне осталось только вот эту часть отпилить вручную. Кстати, очень рекомендую не пренебрегать ручными операциями вроде отпиливания и прочих, потому что это сильно экономит время и ресурс станка. Итак, теперь начинаю, собственно говоря, подгонку по размеру. У меня уже установлены все индикаторы, я могу контролировать все оси. Обнуляю и начинаю, скажем, пусть будет по 0,3 миллиметра. Я уже подогнал рабочее поле, и теперь могу успешно деталь обрабатывать. Так как условия позволяют, могу измерять прямо на станке. — 30,94. Мне остается снять только 0,9. Вот, 29,98. Чуть-чуть переборщил, но в целом попадает. Следующая часть в обработке болванки — это съем поверхности сверху. Можно, в принципе, распилить ее вручную, но это долго. Придется фрезеровать. Здесь толщина 11,6 мм. Нужно получить примерно 4, почти 5 мм. Для того, чтобы фрезеровать и не задеть тиски, не повредить фрезу, нужно ставить, понятно, выше этого винта. Для этого можно использовать что-то вроде геометрически правильного бруска в качестве параллельки. Нужды никакой оставлять его здесь нету, поэтому есть небольшой прием. Смазываете маслом, вставляете, выставляете деталь, вот она стоит точно уже, и масло позволяет аккуратно вынуть брусок. Как мне найти край детали? Очень просто. Я подвожу и касаюсь фрезы. Все, я нашел. И теперь ставлю упор, неважно, линейка, упор, что у вас есть, на нужную глубину, и буду отсчитывать. Так как деталь позволяет, я могу замерять непосредственно на станке. 12, 8, да. Мне остается еще 8-10. Остается еще миллиметр и 39. Ну вот,
6,70 и 6,70. Значит, все параллельно. Планировал, как планировал, так и получил. Следующий шаг — это сверление отверстий. Мне нужно сделать 5 отверстий, 3 здесь и 2 здесь. Для этого я сначала возьму точку отсчета, проведу измерения. Здесь вычислю среднюю, а здесь, так как я не могу вычислять среднюю, потому что не хватает хода каретки, то отсчитывать буду от этого края. Чтобы не путаться, я беру просто фломастер, маркер, и помечаю прямо на стекле, где начало, потому что это не цифровая, и я могу легко ошибиться. И теперь замеряю эту координату. Так как эта координата у меня вышла из пределов измерения, не хватает, я сдвигаю индикатор. У меня здесь не хватило диапазона измерения, поэтому мне нужно пересчитать на край отсчет от этого края. Так, теперь координаты я пересчитал, и можно начинать сверлить. Несколько мне неудобно после цифровой линейки, но так, первая координата — это сместить на 5,92 миллиметра. Это и есть координата, и 3 миллиметра 39 сотых. Раз, два, 3, 39. Можно это делать и по разметке, но лучше всего по координатам. Вторая координата — это середина 12,46. 3,39, 4, 5. Так, теперь мне нужно сделать 2 сквозных отверстия через всю эту пластину. И нужно, значит, обеспечить при этом перпендикулярность отверстия и точность позиционирования. Что для начала я делаю? Для начала я устанавливаю деталь так, чтобы я мог измерить измерительным щупом. Второй момент: когда я буду сверлить насквозь, я не буду никак измерять расстояние, потому что часовой индикатор, который я использую для измерения вот этой оси, он всего 10 миллиметров, а сверлить надо больше 30 миллиметров. Поэтому я буду использовать возможности станка, которые я покажу чуть позже. Чтобы не засверлить тиски, я повторяю этот же трюк. Устанавливаю только на этот раз ключ.
Он достаточно параллелен. Затягиваю и фиксирую. Теперь мне нужно найти эту координату и середину этой пластины. Первое отверстие 15 миллиметров. Точно совпадает с риской, которую отметил штангенциркулем. И теперь, чтобы не ошибиться с глубиной сверления, я визуально выставляю сверло. Мне нужно, чтобы остановилось оно на этой глубине. Снимаю вот этот переходник. И теперь, как сильно бы я не давил, я не коснусь тисков. И одновременно я визуально вижу, сколько остается расстояния до конца сверления. Так, у меня есть пластина, на ней нужное количество отверстий, в том числе и вот эти торцевые. Следующий этап — придание формы клина. Что я делаю? Во-первых, устанавливаю деталь таким образом, чтобы не задевать винт, и мне нужно выставить угол почти 7 градусов, поэтому нужно использовать вот этот транспортир. Чем удобна рейка и фрезеровка на токарном, тем, что я могу очень деликатно подводить к детали, не повреждая фрезу. И мне нужно сделать вот такой вырез.
Ну вот, после минимальной ручной доработки деталь полностью готова. Таким образом, такие узлы и детали можно вполне делать на токарном станке Тайк с фрезерной приставкой. Отлично.